Честно говоря, еще с конца 2024 года я очень радуюсь тому, что сессионных проектов становится все больше на игровых площадках. И что, по-моему, самое важное, так это то, что в отличие от прошлых лет, эти проекты все чаще и чаще становятся успешными, что с точки зрения прибыли и что с онлайна. В конце года вышла Marvel Rivals, которая вмиг собрала нешуточную аудиторию и большое количество онлайна в игре. При этом, что удивительно, как бы я ненавидел киновселенную Marvel, а вот в Rivals я играю с наслаждением. Delta Force тоже относительно успешный проект, несмотря на его некоторые недочеты. Все-таки это клон Battlefield, только free-to-play. И вот опять выходит на площадке очередной бесплатный в основном PvP шутер, который я не мог обойти стороной. Fragpunk. Еще когда я служил в армии, я заприметил этот проект и добавил его в список желаемого. По всем игровым новостям рассказывали, что игра будет выделяться больше в новых механиках. Теперь это не просто шутер, а шутер с карточками, которые могут перевернуть игру вверх дном. И это реально что-то новое. Игру заанонсили еще в июне 2024 года, а вышла 7 марта 2025. Я наиграл в нее порядка 10 часов, и поверьте мне, что 10 часов вполне достаточно, чтобы я вам рассказал, стоит ли в нее играть или же нет. Если говорить максимально кратко, то это Valorant, только с достаточно другими механиками. Геймплей. Почему именно Valorant? Valorant один из первых, кто решил объединить Counter-Strike и Overwatch. Режим как в CS, а геймплей как в Overwatch. Все то же самое, но с небольшими отличиями. Ну, во-первых, тот же самый режим 5 на 5, средняя карта, 2 или 3 плента и все как обычно. Одни атакуют, а другие защищаются. Так же, как и в Valorant, здесь нужно пикать персонажа, только его можно менять, внимание, каждый раунд. И сразу же вспоминается Overwatch и его второе название Counter-Watch. Но пока игроки еще не играют таким образом, что в каждом новом раунде они меняют персонажа. В основном все играют одним персонажем, а репикают только при смене сторон. Лично я так делаю. И то, что отличает от всех остальных игр. Карточки. Карточки, которые меняют геймплей на протяжении только одного раунда. Может попасться карточка, которая увеличивает головы твоих противников, чтобы по ним было легче попасть. Или когда по тебе прошел урон, то ты телепортируешься обратно на базу. Я бы не сказал, что из этих карточек геймплей меняется кардинально, но каждая катка, в которой ты играешь, все-таки уникальна. Когда ты еще только новичок, все еще непонятно, в какую сторону может повернуть исход раунда. У персонажа и так по 2-3 способности, а тут еще и карточки, поэтому тот козырь с карточками, который так маркетологи рекламировали в этой игре, реально работает. А карточки выбираются силой команды. Каждый член команды в раунде получает специальную валюту, на которую потом команда решает, какую карточку они приобретут. У каждого персонажа, как и в Valorant, есть способности по типу просвета, инвиза, то бишь невидимости, гранаты, всякие там отравлялки, мины и пушки. От энергетических снайперских винтовок до электрогитары. В этом плане с Valorant у Fragpunk никаких проблем нет, но есть нюансы, о них попозже. Основной геймплей это все та же перестрелка на средней карте, как в CS. И благо физика стрельбы здесь не как в CS, а по большей степени как в колде. Огромных усилий, чтобы убить врага, прилагать особо не надо. Хвала великим силам, что у каждого противника нет вот этой вот бесконечной брони, как в том же самом Apex Legends. Противники во Fragpunk умирают достаточно быстро, как в любой нормальной игре. Если вы играете в основном обычные режимы или тот же самый классический, то играется одна катка не так уж и долго, от 10 до 20 минут, и то до 20, это знаете, умудриться надо. Да и к тому же сдаться можно, если не хочешь мучиться, хотя раундов выиграть для победы не так уж и много надо. В классическом режиме нужно выиграть 4 раунда, а в рейтинговом 6. Удивительный факт, только после того, как я начал играть в рейтинг, я узнал кнопки сдаться. Вот настолько эта кнопка нафиг не нужна в этой игре. Просто в рейтинге нужно играть вплоть до 11 раундов, и если не хочешь мучиться, то можешь согласованно со всей тимой сдаться. Помните режим дуэли в Warzone, где ты попадаешь в ГУЛАГ и зарабатываешь шанс вернуться в игру за счет победы в дуэли? Так вот, небольшое подобие добавили и во Fragpunk. Допустим, вы играете обычный классический режим, ваша и противоположная команда выиграют по 3 раунда. Казалось бы, последний раунд должен решить твою судьбу, но нет. Разработчики добавили вообще нечто иное. Короче, если счет перед последним выигранным раундом становится между командами одинаковым, то они играют своего рода дуэль, где участвуют все члены команды, но по очереди. Вначале каждый игрок выбирает, кто из них первый, а кто последний, и сражаются на маленькой карте. У каждой команды есть своя полоска здоровья. Допустим, если ты умираешь, то по очереди появляется твой следующий тиммейт, и выигрывает та команда, которая уничтожит всю противоположную команду. Извините за тавтологию.
И самое важное, если ты убил своего противника, а он тебе нанес какой-то урон, то с таким же количеством хп ты будешь сражаться со следующим противником. Это также касается и способностей персонажа, поэтому тратьте их с умом, они ограничены. Fragpunk в плане геймплея реально инновационная и интересная идея в реалиях скучных сессионных проектов. И надоесть он вам сможет ой как не скоро. Давайте теперь поговорим об остальном. Например, о моем телеграм-канале, где я пощу всякую фури или нон-фури смехуяку. Что еще говорить-то? Подписывайтесь, вот, да. Если говорить про главное меню, валюту и донат, то тут все не так однозначно, как хотелось бы. Существует тут 3 валюты: золото, которое получаешь за завершение очередной катки, и которую можно потратить на прокачку стикеров и покупку новых персонажей. Глюнит, или же синяя валюта, отвечает за разблокировку некоторых предметов, но обычно трачу ее на банки, с которых может выпасть нечто ценное. И разумеется, донатная валюта, монеты Fragpunk, и так сами понимаете, что за донат можно купить все. Донат здесь точно такой же дорогой или же относительно, как в Marvel Rivals. Забыл сказать, что Fragpunk-то оказывается от разработчиков NetEase, то есть от создателей Marvel Rivals. Вот-вот. Оттуда же и вся китайщина в меню. Отдельные вкладки, в которые заходишь, чтобы просмотреть другие вкладки, где ты забираешь какую-то ивентовую валюту, переключаешься на другую вкладку, там забираешь еще какие-то бонусы и ежедневные подарки за заход в игру. Понимаете, мне от такой системы не холодно и не жарко. Как-никак постоянно раздают халяву. Чем не все бесплатные игры таким могут похвастаться. Но все равно игра прямо дает такой приторной китайщины. Скажите спасибо, что игра тебе на полэкрана не высвечивает все эти бонусы, когда ты в нее заходишь, как в Mobile Legends или PUBG Mobile. В отличие от Valorant, во Fragpunk скины раздобыть ебать как просто. Достаточно просто играть в игру, и даже сам того не понимая, тебе оказывается на почту отправили неплохой скин, правда практически все игроки с таким же ходят. Но не суть. В игре очень большая и обширная кастомизация, какую и Свет не видывал. Скин на винтовку, ладно. Скин, оказывается, можно улучшить, сделать ему другую расцветку, ну ладно. На него можно нанести стикеры, ладно. Еще и 4 брелка повесить. Уже неплохо. Тут стат-трек даже есть свой и в виде разных значков. Но тут уже, простите, мое почтение. Понимаете, вы, наверное, уже хотите вовсю написать в комментариях, что это не первая игра, которая хвастается такой кастомизацией, но попрошу меня дослушать. Главное отличие Fragpunk и остальных похожих на нее игр — это доступность этой кастомизации. Когда я играл игру с другом, мы частенько зависали в менюшке. Ой, там скин мне выпал, дай мне его поставить, брелочечки всякие развесить и так далее. И это далеко не все. Скины также имеются и на самих персонажей, причем уже на релизе игры. Кастомизация также касается и интерфейса, то бишь аватарки, рамки, хуямки, лямки, и в общем перечислять можно до талого. Короче, если вы такой же дрочер на такую херню, вам однозначно зайдет. Уверяю вас, в меню вы найдете чем заняться перерывами между катками. Очень приятно, что без всякого доната игра позволяет мне на любой скин наклеить несколько стикеров в виде котят. Блять, что за хуйня? Вот. Прокачка здесь такая, как и в большинстве сессионных играх. Уровень твоего профиля, боевой пропуск и ивентовые события, где тоже выполняешь какие-то задания. Тем самым получаешь местные бонуски. Качаешься быстро, да и все. Печально лишь то, что несмотря на постоянное получение каких-либо скинов бесплатно, боевой пропуск бесплатно получить у вас никак не получится. Он, разумеется, покупается за донатную валюту, которую нигде нельзя получить. В Overwatch, допустим, что удивительно, можно спокойно получить донатную валюту бесплатно из боевого пропуска, если его качать, конечно же. Но из-за этого же минуса следует и плюс. Хоть бесплатный боевой пропуск получить нельзя, однако если вы его купите один раз, потратив там примерно около 1000 рублей, то боевой пропуск полностью окупится. Если не будете тратить донатную валюту куда-то в другое место, то можно покупать каждый новый боевой пропуск, и скинов вам в любом случае будет хватать. Но не забываем, что вида боевого пропуска 2, обычный и абсолютный. Абсолютный почти стоит в 3 раза дороже, и там есть некоторые другие скины. Спойлер, никто этот абсолютный боевой пропуск не будет покупать. Стоит еще сказать, что помимо всей этой прокачки, существует еще и прокачка персонажа и оружия. Ну, как прокачка? Просто чем больше играешь с этим оружием или персонажем, тем больше бонусиков будет поступать на твой счет. Лутбоксы как лутбоксы. Открываешь, выпадает в основном херня, но тут есть система гаранта, как в том же Genshin Impact. На 50-ю попытку вам обязательно дропнется скин или предмет абсолютной редкости.
Режимы тут, как в большинстве мультиплеерных игр, зомби режим, режим, где с одним оружием дэмишься и прочие другие, которые по классике. Вроде как все, осталось обсудить минусы этой игры, они есть, но их легко пофиксить. Но даже если разработчики намеренно не собираются изменять как-то игру, чтобы она была лучше, то в любом случае игра хорошо играется, а я напоминаю, это free-to-play, то есть бесплатная игра со встроенным донатом по желанию. Ну, во-первых, что мне больше всего не понравилось, так это отсутствие экономики. Я очень люблю экономить что в играх, что в жизни, и такая механика, как денежные средства, позволяет тебе получить небольшое преимущество в игре. Я вам не говорю, но вот в игре есть ограниченное количество использования каждого типа оружия. То есть, ты купил винтовку в первый раунд, во второй тоже, и уже в третий раунд действует ограничение. Дескать, чувак, давай-ка поиграем с другим оружием. Возьми вот дробовик. Такое ограничение работает только на смерти. 2 раза сдох с одним и тем же оружием, будь добр отдохнуть с другим. И, в принципе, это вся система закупки в игре. А денег в игре в принципе нет. Ты всегда можешь выбрать любое оружие и играть с ним не более 2 раз с перезарядкой. С одной стороны, что-то нечто новое в жанре, а с другой реально не хватает, денег. Мне не хватает того, что когда я в пистолетке побеждаю команду противника, у них же в следующем раунде совсем не будет денег. Или лишний раз делать эко, а то и вовсе форс. Для кого-то может это показаться плюсом, лично мне экономики в игре капец как не хватает. Можно сказать, что система экономики перешагнула на карточки, ибо вы всей командой решаете, нужно вам закупать карточки или нет. Но бывает и такое, что хоть ты 2-3 карточки купи, а скиллом во имя противники вас все равно задавит. Во-вторых, у игры, как и у всех остальных игр, где присутствует выбор разных персонажей, есть небольшие проблемы со способностями персонажей. То есть, коротко говоря, некоторых персонажей надо в основном фиксить. Я этого не говорю, когда перечислял плюс игры, но скажу здесь. В этой игре пока что вообще нет бесполезных персонажей. Все персонажи, которые представлены в релизе, по-своему полезны в той или иной ситуации и на любое поведение игры. Тут же и возникает минус. Этого персонажа зовут Зефир, и она ебаная тварь. Еще когда игра была в бета-тесте, ее способности никак не менялись. Основная суть геймплея за нее заключается в постоянном инвизе. Персонаж размещает специальную зону, в которой она будет невидима до тех пор, пока ты ее не убьешь. И это пиздец. Мало ли того, что ее инвиз бесконечный в этой зоне, так еще если ты в нее попадешь своими пулями или она тебя как-то ранит, то ее инвиз никуда не пропадет. Единственное, что ты слышишь, это только махание ножом первые 5 секунд, а потом уже и шаги слышны, но к этому времени ты будешь уже лежать на параше. Сомбра со шпионом так не охреневали, как Зефир. Как бы придет время, и ты научишься контрить эту шалаву. Почему эта тварь имеет полное право, если она замахнулась на меня с ножом и промазала, то ее инвиз не пропадает, а как я без инвиза ваншоту из мощного удара клинком, то тут все честно. Че за херня? Как? Но ее срочно надо фиксить, каждые 2 катки пикает это уебище, поэтому я вас предупредил. Мне хватает надоедливой Сомбры в Овере. Больше таких персонажей я не хочу, и сам я такую тактику геймплея вообще не люблю. Я чё, на крысу что ли похож? Короче говоря, нужны патчи и усё. В основном это все, что меня возмутило в этой игре. Больше всего я там мог бы еще сказать, что интерфейс не всегда такой выраженный, но это чисто, сами понимаете, доебки беспочвенные или вкусовщина. Если взвесить все за и против, то могу заявить, что Frogpunk это Valorant здорового человека. В этой игре тебе никто не связывает руки, большая система кастомизации, огромная реиграбельность и тыры-пыры. Короче, игра мне по большей мере нравится, и я продолжу в нее играть. Но есть одно очень большое но. Что-то мне подсказывает, да нет, не подсказывает, а так на самом деле и будет. Игра все равно в угоду своей уникальности не обретет широкой аудитории, как Valorant. Скорее всего, с ней будет все то же самое, что и с другими бесплатными проектами. На первое время у нее будет хороший онлайн, высокие продажи микротранзакций, но пройдет 1 месяц, на 1000 онлайна станет меньше. Пройдет 3-4 месяца, и в игре уже останутся лишь олды и киберспортивные дрочеры. Просто задумка у игры такая, что, в общем, надолго людям этой игры не хватит. А так, давайте подождем, посмотрим, что с игрой станет. А у меня в сценарии написано, что я должен вас призвать подписаться на этот канал, что вы должны написать какой-нибудь даунский комментарий, чтобы я поржал, и поставить лайк. Ну и по сценарию вы должны все это сделать, поэтому, давайте, дерзайте. На этом все.